Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на канале «Психология, здоровье, красота», и это видео будет посвящено гельминтозам. Второе видео я посвящаю этой теме и хочу рассказать о 12 самых распространенных мифах, которые являются псевдозащитниками, которые, в общем-то, только вредят, а не защищают нашу психику и наше здоровье от гельминтозов. В первом видео я рассказала о 3 распространенных мифах, сегодня я хочу рассказать еще о 3 мифах, и в следующем видео я хочу отдельно рассказать о детских проблемах, о гельминтах, о глистах у детей. Поскольку я по базовому образованию врач-педиатр и невролог детский, я бы этой теме, именно вот протеканию гельминтозов у детей, отдельное бы видео посвятила. Когда я сделала первое видео, уже несколько человек мне писали о том, что когда же будут вообще рецепты какие-то, лечения. Ну, я об этом расскажу в конце, конечно, в самом последнем видео. Но и сейчас я, в общем-то, не хочу этого скрывать и говорить, что это какая-то тайна. В общем-то, я за фитотерапию. Я считаю, что очень важно правильные горькие травы подбирать и не передозировать. Очень важно, потому что горечи отличаются тем, что их надо строго, четко дозировать. Поэтому надо очень аккуратно подходить к этим вещам. Но, с другой стороны, даже если предположить, что гельминтоза нет, то в любом случае эти травы улучшают перистальтику, обладают противовоспалительными эффектами, желчегонными эффектами. В любом случае, если они правильно подобраны, это не повредит. Итак, давайте теперь перейдем к мифам, которые я сегодня хотела раскрыть именно в этом видео. Миф номер 3. Человек с паразитозом всегда худой и бледный. Это действительно бывает так, но не всегда организм ведет себя именно вот таким образом, не всегда идет похудение, снижение веса и бледность. Иногда очень полный, розовощекий человек может иметь в себе каких-то очень крупных червей, и поэтому нельзя сказать, что внешний вид может являться однозначным признаком того, что есть гельминтоз или нет гельминтоза. Здесь все очень индивидуально. Хотя внешние признаки, похудение, побледнение плюс раздражительность действительно часто сигнализируют о наличии гельминтоза в вашем организме. Переходим к мифу номер 5. Если не болит живот, значит гельминтов нет. Это миф. Дело в том, что паразиты могут жить в разных средах и органах нашего организма и могут не иметь отношения к желудочно-кишечному тракту. Паразиты могут паразитировать даже в головном мозге, не говоря уже о суставах и других органах нашего организма. Поэтому судить только по животу невозможно. И с другой стороны, боли в животе могут быть вызваны гельминтозами. Это действительно так. И человек может ходить по разным врачам, обогащая свою карточку новыми диагнозами. Гастрит, холецистит, дуоденит. И в итоге все эти диагнозы будут верны. Только вот одно неверно. Эти диагнозы не окончательны. Это симптомы гельминтоза. И надо лечить гельминтоз, а не гастрит, дуоденит или какой-то другой ит. Итак, вывод. Боли в животе далеко не единственный признак гельминтоза. И в то же время при болях в животе не обязательно говорить о том, что у человека однозначно гельминтоз. Миф номер 6. Скрип зубами по ночам сигнализирует о гельминтозе. С одной стороны, я здесь соглашусь, потому что при гельминтозах действительно может быть скрип зубами, потому что это повышенная возбудимость нервной системы. С другой стороны, как невролог, я могу сказать, что скрип зубами может быть не только при гельминтозе, а при любом другом невротическом состоянии, которое может сопровождать какое-то другое заболевание или быть само по себе. Даже в народе говорят, если ты скрипишь зубами, значит маешься глистами, но это не совсем так. Это может быть признаком гельминтоза, но это может быть и не признаком гельминтоза. Это неоднозначно. Скрип зубами или по-научному бруксизм – это именно признак перевозбуждения нервной системы. Еще считают некоторые ученые, что это атавизм, то есть это то, что осталось у нас от животных, вот, которые скрипели зубами по ночам для того, чтобы пугать тех, кто мог потенциально на них напасть. Ну вот насчет этого я не знаю, это одно как мнение, но знаю, что у человека это именно признак перевозбуждения центральной нервной системы. Миф номер
Номер 7 гласит: гельминтозы исключительно детская проблема. В начале видео я уже сказала, что все-таки этой проблеме я хочу посвятить отдельное видео. Я, возможно, выйду куда-то на улицу, что-то расскажу около водоемов, около песочниц, потому что настолько это все явно и настолько мы порой неправильно делаем и провоцируем детей на заражение гельминтами. Я хочу действительно этому посвятить отдельное видео. Это будет третье видео. А в четвертом видео я расскажу об оставшихся мифах. Например, что горячее сыром не бывает. Например, что домашние животные чистые. Например, что свои яблочки, фрукты и овощи с огорода не могут быть заражены и так далее. Этому я посвящу отдельное видео. Ну и, конечно же, расскажу о горьких травах. А на сегодня, я думаю, хватит. Спасибо вам за внимание. С вами была врач-невролог, психолог Татьяна Михайловна Ухова. Подписывайтесь на мой канал, здесь много интересного.